привет! Сегодня мы продолжим работать с нашей инфраструктурой, наших тестов, запусков наших тестов. Инструмент, который будем сегодня разбирать, точнее его деплой на нашу тачку, это будет Allure. Allure в докере, Allure сервис в докере. Ну и давайте начнем с того, что я покажу, что именно мы будем использовать. Как вы видите, у меня здесь есть открыты три ссылки. Одна из них это наш, соответственно, репозиторий. Вторая это вот как раз Allure Docker сервис, который нам позволяет запустить Allure в контейнере, в докере и выполнять определенные там процедуры, например, генерировать отчеты из файлов, которые мы получаем после того, как тесты наши завершились, там успешно или неуспешно, это не важно. Некий Allure Results мы переводим в Allure Reports благодаря нашему Allure, который будет находиться в докер-контейнере. Ну и третья ссылка, третья страница – это такая интересная статья, в которой, в принципе, описан весь процесс, как можно сделать прям от и до сами тесты и использовать Allure. То есть, ну, как вы видите, вот здесь в GitLab Pages у нас будет там будет отображаться наш отчет. Вот, поэтому я, наверное, оставлю в описании. Вы сможете ознакомиться, сделать намного лучше и мощнее, интереснее то, что покажу вам сейчас я, ну, благодаря этой статье в том числе. Но у меня будет достаточно такой скромный вариант, который будет базово нам предоставлять возможности генерации отчетов. И в последующем, наверное, я еще добавлю, после того, как отчет завершается, ссылка на отчет будет отправляться к нам в Telegram-бот, но, скорее всего, это будет одно из следующих видео. Итак, с этой статьей закончили, я ее, конечно, оставлю и добавлю в описание к видео. Но нас интересует в большей степени что? Нас интересует этот репозиторий с Allure Docker сервисом. И как видно, что значит, в таблице с контентом у нас можно найти здесь сразу информацию, перейти к ней, как же нам запустить эти контейнеры. То есть, как я думаю, вы догадались, у нас будет некий образ, сейчас мы это увидим, то есть будем использовать этот образ, также нам нужно будет добавлять некоторые переменные при запуске этого контейнера. И, в принципе, наверное, на этом все. То есть здесь ничего сложного. Итак, вот у нас, значит, single project на Mac или на Windows, но у нас Docker на Linux, то есть Unix или Mac, на Linux, поэтому мы будем использовать подобную конструкцию. Как обычно, мы не будем делать ничего руками, точнее, мы руками создадим скрипт, ваш скрипт, который будет все это дело нам запускать. По сути, здесь почти все готово для того, чтобы мы правильно и успешно все это запустили. Единственное, что сейчас, возможно, ну, даже нет, но я думаю, что весь вот этот вот, все эти настройки контейнера нам будет достаточно для того, чтобы запустить его у нас на нашей виртуальной машине. И я предлагаю в первую очередь открыть директорию и создать здесь файл, который у нас будет называться, пусть будет install Allure. Итак, откроем его. Что нам нужно отсюда взять? Давайте сразу здесь вот это все скопируем и добавим. Так, ну для начала, как обычно, я укажу таким образом. И теперь давайте посмотрим. Обращаю внимание, что у нас есть флаг v, то есть мы здесь монтируем нашу директорию. То есть куда будут сохраняться файлы. То, как мы делали, это вот здесь, в наших тестах. То есть мы здесь указывали, что файл, то есть у нас директория data Allure Results, она примонтирована к application Allure Results. То есть директория Allure Results в контейнере с тестами, ее содержимое будет также находиться в Data Allure Results, а Data Allure Results это директория на нашей тачке. Давайте посмотрим ls data, вот Data Allure Reports, я уже заранее же создал в прошлом видео, и Allure Results. И посмотрим, что у нас лежит в Data Allure Results. У нас как раз вот этот один из отчетов наш с результатами теста. Окей, сделали.
Вот, и поэтому здесь нам нужно обратить внимание, что data allure results у нас будет участвовать в данном случае как директория. То есть здесь я заменю таким образом. Проверим еще раз, что у нас правильно написано reports. Здесь у нас указан default reports, так его и оставляем. Вот эти критерии, такие как с флагом i, так, они у нас отвечают за переменные. Какие переменные? Давайте посмотрим, что мы можем об этом посмотреть. По поводу того, что означает каждая из этих переменных, вы можете посмотреть, соответственно, в репозитории. То есть тут, например, указано, что вот check result every second лучше использовать с флагом с значением none, если мы используем там multiply projects, потому что это может перегружать там память, процессор и так далее. Но в нашем случае, в принципе, это можно оставить, здесь ничего как бы криминального нет. Далее это там keep history. Так, keep history у нас что? Ну, понятно, что оно, этот параметр как бы хранит историю, судя по переводу. Вот, но нам нужно посмотреть, например, что же говорит об этом разработчик конкретно. Вот, как мы видим, что, значит, если у нас в окружении мы указали keep history, вот можно указать keep history latest, то есть он будет создавать, сохранять истории репортов. Ну, в нашем случае, так как мы сейчас пробуем, экспериментируем, по сути своей, нет, наверное, нужды в какой-то определенном количестве сохраненных репортов. Я думаю, что даже можно просто указать у нас keep history true или оставить 1. Ну, давайте я оставлю как есть сейчас. По сути, это также на наш процесс никак не повлияет, но я рекомендую вам, если вы будете использовать данные репозитории в своей работе или куда-то захотите развить этот проект пошире, то обязательно изучите, поэкспериментируйте, попробуйте разные варианты для того, чтобы понять, какие именно настройки и каким образом вам необходимы для того, чтобы эффективно и успешно использовать данный фреймворк, можно так сказать, данный вот образ Allure Docker Service. Так, и тут еще есть одна особенность, связанная с пользователем, который будет запускать данный контейнер. Итак, здесь вы можете указать, и я думаю, нужно указать юзера, который будет использовать этот контейнер. То есть мы указываем, так вот, группа указывается. То есть user — это ключ, а значение у него это как бы номер юзера, его айдишник и айдишник группы. Вот. Как это можно посмотреть? То есть мы можем сделать cat ETF etc password и увидим, что мой юзер это админ, у него айдишник 1000 и айдишник и группа ID 1000. Поэтому здесь можно добавить следующим образом. Также у нас это будет переменная user равно 1000. Но подождите, это мы указываем себя, но ведь запускать и все это использовать будет кто? Правильно, наш GitLab Runner user. И если посмотреть, у него 1001, 1001. Поэтому давайте поставим таким образом 1001, 1001 и не забываем слэш для того, чтобы наши переносы работали. Ну, вроде бы все. Посмотрим, запустим, как у нас будет в процессе это происходить. И в случае чего можно будет это легко исправить. Давайте сначала попробуем пока... Точнее, это будет таким образом. Сначала мы запускаем вручную, устанавливаем себе этот контейнер, проверяем, что он работает, и потом уже в GitLab CI прописываем необходимые строчки в наш скрипт для того, чтобы репорт, наш отчет генерировался. Давайте попробуем. Запустим наш скрипт. Ну и, конечно же, подождем, пока все это скачается. Я забыл указать флаг D, чтобы он был в фоновом режиме, запускался наш контейнер. И также имя забыл указать. И нужно указать, я думаю, чтобы он еще все время, чтобы был restart always.
поскольку в случае, если у нас там мы перезагрузили тачку, у нас остановились контейнеры, чтобы мы лишний раз там не приводили никаких манипуляций, нам, в принципе, нужно постоянно, чтобы у нас был запущен Selenium и постоянно был запущен Allure в докере. Поэтому сейчас посмотрим, так как я имя не указал, то придется указать его ID-шник. И сразу этот контейнер также подчистим и удалим. Так, все, у нас никаких процессов нету. Еще раз обращаемся, значит, здесь указываем flag T. Здесь укажем restart always. Restart always. И здесь укажем, единственное поправить, нам здесь нужен не setE, а просто user. Так, теперь у нас в очередной раз, я надеюсь, все готово. И давайте запустим наш Allure. Так, ну так как мы уже делали первый запуск, у нас образ скачался, и поэтому сейчас контейнер поднялся максимально быстро. Давайте попробуем посмотрим, что же у нас в итоге происходит. Так, у нас указано, что значит он был создан 17 секунд назад, вроде бы все норм. И посмотрим, то есть у нас сейчас наш IP-шник, заменим его на 50-50. Посмотрим, что мы получаем. Мы попадаем на страницу API-шки. Здесь можно, например, указать, если мы укажем latest, что нам нужно, чтобы наши отчеты были сформированы. Как их формировать? У нас есть generate report, get запрос generate report, который позволяет нам собрать этот отчет. То есть из results мы генерируем report. Report генерируется, используя, соответственно, results. Ну, то есть вот этот вот JSON файл, который у нас лежит в Allure results, они генерируются в report. Отправив курлом запрос к нашему серверу с флагом, с параметром, с методом generate report, мы должны получить сформированный отчет, поскольку сейчас мы шарим нашу папочку Allure Result в папочку в директорию Allure Result. Чтобы не быть голословным, сейчас мы просто это проверим. Зайдем сюда и напишем curl http, затем наш IP-шник generate report и посмотрим. Как вы видите, были использованы те файлы, которые мы добавили в дату, сделав тесты. Эти данные из директории data попали в директорию Allure Result в контейнере Allure. Потом Allure взял их, использовал и создал нам отчет после того, как мы выполнили запрос Generate Report. И мы видим, что у нас есть месседж, где написано, что Report successfully generated for project ID default. Вот смотрим, у нас поднялся контейнер, отчет сгенерировался, но когда мы выполняем, то есть для того, чтобы посмотреть, что отчет сгенерирован, посмотреть последний отчет, нужно написать в конце, то есть latest report. И по идее у нас здесь должен открыться отчет, но он не открывается. В чем же причина? Посмотреть логи контейнера можно командой sudo docker logs, и имя контейнера у нас это Allure. Мы смотрим, что permission denied, то есть у нас при генерации отчета возникает permission denied, то есть JSON, файл, который у нас как бы лежит в директории data, он у нас, скорее всего, связан с рутом. Вот файлы, которые executor JSON, history JSON, они являются рутовыми. Нам нужно это обойти. И для того, чтобы это сделать, нам необходимо изменить права для данных директорий. Allure Reports, Allure Result, вообще, в принципе, директория Data. В данном случае я изменил. То есть нам нужно сделать, что будет sudo owner GitLab runner
и GitLab Runner. Вот таким образом. И после этого у нас наши директории будут открыты для контейнера Allure, потому что мы запускаем контейнер Allure не от имени рута, а от имени нашего пользователя GitLab Runner. В таком случае у нас будет доступ, у Allure будет доступ к этим файлам, чтобы, соответственно, производить какие-либо манипуляции с ними. Так, ну смотрим, значит, у нас Allure Report появился, создался. Наши алерт, тест alerts frame window, все у нас есть, тесты есть. Давайте попробуем это добавить все в наш Allure. Следующим образом отредактируем следующее содержимое. Я хочу, чтобы каждый раз, когда мы запускаем тесты, так чтобы у нас не плодились, не создавались так вот в общем отчеты, я каждый раз перед тем, как создавать тесты, буду очищать директорию для создания директории, где у нас будут храниться отчеты, а это, соответственно, data Allure Result. Поэтому я указываю rf, то есть даже если в случае, то есть благодаря флагу f, даже в случае, если у нас там файлов нет, ошибки не будет, просто будет пропущено. Data Allure Results и ставим звездочку, то есть все файлы внутри директории Allure Results мы удаляем. R рекурсивно, то есть все файлы, и у нас, когда будет создан отчет, точнее, будут сгенерированы такие результаты, они будут все время новые. Как бы все время отчет будет обновленный. Так, дальше здесь мы добавим, то есть что мы запускаем? Мы запускаем curl, http. Здесь у нас будет main host, он будет у нас тянуться из наших GitLab variables. Далее здесь укажем порт. И я даже, давайте, значит, порт добавим тоже в variables. Добавить переменную. У нас будет Allure порт. Такой. Делали. Allure порт. И добавляем его сюда таким образом. Далее нам нужно указать у нас, что у нас здесь Allure Docker Service. Allure Docker Service. И далее у нас Generate Report. Generate Report. Так, здесь мы это все сделали. У нас, значит, все это будет создаваться. Вроде бы все есть, все готово. Давайте попробуем закоммитить изменения и посмотрим. Так, значит, там что-то неправильно я указал. Ага, да, все верно, я указал это не туда, куда надо. А здесь мы указываем needs test run нам нужен. Так, смотрим сборочные линии, то есть наши пайплайны. Так, видим, что у нас появился наш запуск. Давайте сделаем его. Так, тест у нас прошли успешно. Посмотрим, что у нас происходит в репорте. Так, репорт тоже вроде как успешно. Странно, значит, у нас здесь processing file for project ID. В отчете у нас, тут у меня здесь я запускал тесты, они упали, а в отчете у нас все появилось. Ну, вообще, я ожидал, что у нас здесь будет в результатах отображение сообщения от Curl о том, что мы там все это завершили, сделали. То есть, на примере, когда мы делаем Curl, например, здесь при генерации отчета, когда мы таким образом делаем, генерируем репорт, так, мы получаем, я понял, я добавил лишнее, указал адрес. Сейчас я попробую поменять, если в итоге это не получится, на работе это никак не отразится, там, я не знаю, например, наверное, какой-нибудь таймслип добавить, может быть, что-то изменилось бы, но нам, в принципе, это не нужно, потому что мы знаем, какая нужна нам ссылка для того, чтобы правильно сгенерировать нам репорт. Вот, давайте попробуем, еще раз сохраним и укажем. Если нет, то нет. Так или иначе мы справились, смогли прикрутить Allure, и у нас это заработало. Вот хороший, кстати, момент, что у нас один из тестов упал, 1 из 9, то есть 8 прошли, 1 зафейлился. И посмотрим, что у нас в итоге получилось. Create Report. Мы
Вот, получаем, да, тот ответ, который и требовался. И вот эта ссылка. Переходим в него и видим, что у нас один тест упал. 8 тестов прошли. Какой тест упал? Упал, значит, там timeout exception, check page with model window. Ну, в общем, с Allure это уже тоже отдельная история в плане разбора. То есть тут много разных, можно посмотреть настроек, как там что сделать покрасивее. Ну, так или иначе, у нас это дело работает, с чем я вас и поздравляю. Я думаю, что на этом мы закончим. В следующем видео, я думаю, прикрутим отправку сообщений в Telegram, немножко сделаем, посмотрим, что можно сделать покрасивее, чтобы улучшить наш такой базовый проект. В данном случае я рекомендую вам, даю вам задание, организовать весь запуск образов, которые мы делаем по Selenium, по Allure, чтобы они все у нас были в Docker Compose. Познакомьтесь с Docker Compose, хотя уже, ну, не знаю, говорить ли, что это устаревшее или не устаревшее, но, в общем, это, в принципе, люди пользуются, хоть в данном случае не часто, особенно учитывая, что есть Kubernetes, и он даже Docker под капотом чаще всего не использует. Но это, думаю, не такая важная информация, поскольку здесь мы изучаем такие базовые вещи, смотрим, пробуем, трогаем. Вот поэтому сделайте что-нибудь с Docker Compose, изучите этот момент. Скорее всего, сейчас в следующем видео мы сделаем алертинг в Telegram, после того, как у нас репорт заканчивается. Там вообще ничего сложного, в принципе, не будет. И, возможно, попробуем еще сделать какой-нибудь мини-мониторинг, чтобы у нас можно было контролировать, упали наш Selenium с Allure или не упали, ну и так далее. Немножко в это окунемся. Что ж, а теперь пришло время привести свои мысли в порядок, выпить чай, кофе и обязательно возвращаться.